Привет, друзья! Сегодня я расскажу о событиях, которые напрямую касаются Германии и Европы. Уже этой осенью может серьезно подорожать проезд на поездах, и это почувствует каждый, кто пользуется железной дорогой. Но это не единственная проблема. Немецкая система правосудия перегружена до предела. Миллионы дел остаются нерешенными. А на международной арене новый виток напряженности. Европейская комиссия оштрафовала Google почти на 3 миллиарда евро. И на это уже жестко ответили США. Вслед за этим крупнейший американский банк JP Morgan решил зайти на немецкий рынок и открыть цифровой банк в Берлине. И это еще не все. Даже рождественские ели в Северной Германии в этом году обойдутся дороже, хотя урожай был хороший. Казалось бы, мелочь, но именно из таких деталей складывается реальная картина экономики и настроения в стране. Все эти новости показывают, как меняется жизнь в Германии, от цен и транспорта до судов, банков и международной политики. Сейчас разберемся вместе, подписывайтесь, чтобы быть в курсе самых свежих последних событий Германии и мира. Итак, в этом году жители Северной Германии снова заплатят больше за рождественские ели. Несмотря на то, что лето было удачным для роста деревьев, цены на них все-таки вырастут. Причина не в погоде, а в долгосрочных последствиях прошлых лет. Сильная засуха 2017-2018 годов уничтожила многие молодые посадки. К этому добавились экономические трудности. Часть производителей сократила площади под елки или вовсе прекратила бизнес. В итоге предложение на рынке стало меньше, чем спрос. Особенно подорожают популярные пышные ели Нордмана. Эксперты отмечают, что повышение цен будет умеренным, но ощутимым. Например, за среднюю елку высотой около 2 метров придется заплатить заметно больше, чем в прошлом году. Специалисты советуют покупателям не откладывать выбор. Чем ближе к Рождеству, тем выше и риск остаться без хорошего дерева. Главный вывод: урожай хороший, но рождественская елка в этом году в Германии станет роскошью чуть дороже, чем раньше. А дальше интересная новость. Немецкая сеть Aldi уверенно завоевывает рынок в Соединенных Штатах Америки и становится одной из самых быстрорастущих торговых сетей. Компания уже открывает около 100 новых филиалов в год и планирует к концу 2025 года довести их число до 2600. Это позволит Aldi войти в тройку крупнейших продуктовых ритейлеров Америки рядом с Walmart и Kroger. Успех объясняется простой моделью. До 90% ассортимента составляют собственные марки. Магазины компактные и экономные в организации, а покупатели сами упаковывают покупки. За счет этого сеть предлагает цены заметно ниже, чем у конкурентов. Особенно это ценят покупатели в условиях инфляции, когда другие сети вынуждены поднимать стоимость товаров. По данным аналитика, в первой половине года посещаемость Aldi в Соединенных Штатах Америки выросла на 7%, в то время как у традиционных супермаркетов рост составил лишь около 2%. Эксперты считают, что успех за океаном может повлиять и на стратегию в Германии. Там Aldi постепенно превратился в более привычный супермаркет, но американский опыт показывает, что именно жесткий дискаунт и простота остаются главным преимуществом бренда. А дальше новость, которая вызывает обеспокоенность у жителей Германии. Скоро поездки на поезде могут подорожать, и это может почувствовать каждый путешественник. Эксперты из железнодорожной отрасли бьют тревогу. Осенью возможно резкое повышение цен на билеты. Причина – это решение не увеличивать государственную поддержку оплаты за пользование железнодорожной инфраструктурой, а без дополнительного финансирования нагрузка ляжет на пассажиров и на компании, которые отправляют грузы по железной дороге. Председатель крупного профсоюза транспортников уже предупреждает о резком росте цен. Пассажиров ожидать не только подорожание, но и сокращенное расписание дальнего сообщения. Это может привести к росту недовольства среди пассажиров, особенно тревожны прогнозы для грузоперевозок. Отрасль ожидает значительные перебои, что создает риск для экономики и снижает уверенность работников. Представитель одной из партий отмечает, текущая поддержка, заложенная в бюджет, сильно занижена и не соответствует реальным потребностям. А глава отраслевой ассоциации добавляет, что отказ от увеличения субсидий – это шаг назад в вопросах перехода к более устойчивому транспорту. Такая политика снова повышает конкуренцию дорогих железнодорожных перевозок со стороны автомобильных, уменьшает привлекательность поезда и вообще ставит под угрозу развитие железнодорожной сети. В итоге, без срочного вмешательства и перераспределения бюджета, жители страны рискуют столкнуться с ростом стоимости поездок, снижением комфорта и угрозой разрыва привычного расписания движения поездов. Железная дорога может оказаться уязвимой без финансовой поддержки и современного подхода. И это еще не все.
все. К середине 2025 года органы расследования Германии столкнулись с беспрецедентным объемом дел. Почти 1 миллион уголовных производств осталось нерешенными. За первые 6 месяцев к уже накопленной нагрузке прибавилось внимание свыше 2,7 миллиона новых дел, и темп не сбавляет оборотов. Особенно острые проблемы наблюдаются в таких регионах, как Северный Рейн-Вестфалия. Здесь к июню непризнанными оставались почти 267 тысяч дел, на 4,6% больше, чем в конце 2024. И это на 40% больше, чем в конце 2021 года. Интересно то, что в Гамбурге ситуация еще сложнее. С 2021 года число незавершенных дел почти утроилось с 22,9 тысячи до 64,4 тысячи. В Баварии также сохраняется тревожная тенденция. К середине года там находилось более 82 тысяч незакрытых процедур. Складывается впечатление, что процесс тормозится не только количеством. Средняя продолжительность рассмотрения дела выросла с 2,2 месяца в 2020 году до 2,9 месяца в 2024. Многие уголовные производства затягиваются, а часть дел приостанавливается из-за перегрузки системы. В ответ правозащитные организации, в частности Рихтербунд, требуют экстренных мер. Предложено создать 2000 дополнительных рабочих мест и направить 450 миллионов евро на укрепление работы органов правосудия. Для этого требуется активное участие регионов, которые должны разработать планы по софинансированию и эффективному распределению средств. А дальше новости о возможном новом давлении Соединенных Штатов Америки на Евросоюз. Европейская комиссия оштрафовала Google на почти 3 миллиарда евро за злоупотребление своим доминирующим положением в сфере онлайн-рекламы. Как выяснила проверка, Google при размещении рекламы предпочитал собственные платформы, создавая несправедливое преимущество над конкурентами. Теперь компания должна прекратить такие практики и предложить способы решения конфликта интересов. На это ей отводится 60 дней. Google уже объявил, что обжалует решение. На это последовала резкая реакция. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал штраф очень несправедливым и заявил, что Соединенные Штаты Америки не допустят такого обращения с американскими компаниями. Он угрожает запустить расследование по статье 301 Торгового закона Соединенных Штатов Америки, которое может привести к введению ответных пошлин или импортных ограничений. Эти меры он готов активизировать, если Европейский Союз не отменит штраф. В своих заявлениях Трамп подчеркнул, что такие действия ставят под угрозу инвестиции и рабочие места в Соединенных Штатах Америки. Таким образом, одно антимонопольное решение переросло в международное напряжение, которое может повлиять и на торговые переговоры между Европой и Соединенными Штатами Америки. И еще важная новость. Американский гигант JP Morgan планирует в следующем году запустить в Германии цифровой потребительский банк под брендом Chase. Официальный старт намечен на второй квартал 2026 года. Первым предложением станет сберегательный счет. Выбор обусловлен тем, что немцы традиционно склонны к накоплению. Ключевой офис новой команды будет располагаться, внимание, в Берлине, и до конца 2025 года ожидается его официальное открытие. Уже начался набор персонала, планируется отобрать около 100 сотрудников. Это расширение, продолжение европейской стратегии Chase, ранее успешно запущенного в Великобритании в 2021 году. Там банк привлек более 2 миллионов клиентов и работает с прибылью. Однако немецкий банковский рынок один из самых насыщенных и конкурентных. Здесь действуют крупнейшие национальные банки, множество сберегательных и корпоративных учреждений, а также активные цифровые игроки вроде N26, Inc. и другие. Дополнительный вызов – это низкая маржа, которая ставит новые проекты под давление. Но у JP Morgan есть конкурентное преимущество, мощная технологическая база и значительные инвестиции – около 17-18 миллиардов долларов ежегодно в IT и инновации, включая искусственный интеллект и облачную инфраструктуру. Это может обеспечить гибкость и персонализацию сервисов, то, чего не хватает устоявшимся игрокам. Запуск Chase в Германии рассматривается как долгосрочный стратегический проект, адаптация британского опыта, инвестирование в технологии и опыт международного бренда создают предпосылки для серьезной конкуренции на рынке. Но основная игра в Германии будет непростой. Здесь нужны и скорость внедрения, и доверие клиентов, и понимание локальных реалий. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.